Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию хочу предложить рецепт очень вкусной, восточной, загадочной выпечки. И это миндальная пахлава. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Вы точно порадуете себя и своих любимых. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Первым делом пропускаем через сито муку. У меня муки 1 килограмм. Мука пшеничная, белая, высшего сорта. Муку обязательно просеиваем. Выпечка получается отличная из просеянной муки. У муки есть свойство слеживаться, поэтому перед тем, как я начинаю выпекать, обязательно пропускаю. Точное количество ингредиентов под видео в описании обязательно укажу. Добавляем 1 чайную ложку без верха соли. Сюда же добавляю 1 чайную ложку без верха лимонной кислоты. Все смешиваем. Сюда же я добавляю масло. Масло нарезала кубиками. Масло у меня 300 грамм. Вы можете использовать маргарин. У меня масло холодное. И сейчас начинаем все руками перетирать в мелкую крупку. Такую выпечку я обычно готовлю впрок. Это праздничная выпечка. Я ее готовлю много. Вот вы можете за месяц вперед приготовить эту выпечку. Как только она испечется, сразу же, вот как она остынет, ее в пергамент, целлофановый пакет и в морозильную камеру. Перетираем мелкую крупку. Масло не должно чувствоваться. Вот обратите внимание, какая крупка должна быть легкая, пушистая. Вот посмотрите, масло нигде не прослеживается. Как вы проверяете, готово или нет? Вот так. В ладошки берете, сжимаете, нажимаете, оно моментально рассыпается. То есть больше муки и не надо. Но точное количество ингредиентов я в инфобоксе обязательно укажу. Вы всегда смотрите на конечный результат. Какое тесто должно быть, какая консистенция. Сюда добавляю 1 чайную ложку без верха соды. Погашаю соду 1 чайной ложки уксуса столового 9%, либо яблочного уксуса можно, чтобы не было запаха соды. Сюда же добавляю сметану 600 грамм. Чем жирнее сметана, тем лучше. Рассыпчатее будет тесто. У меня сметана 20% жирности, магазинная. Сюда же добавляем 3 яйца. Вы можете добавить просто желтки. Мне просто белки не хочется отделять. Желтками, конечно, нежнее, но так тесто тоже очень вкусное и хорошее. Формируем тесто. Все собираем в комочек. Из этой выпечки очень вкусная, рассыпчатая получается выпечка праздничная. Ореховые трубочки, Наполеон можно готовить. Много разной выпечки. У меня из этого теста на канале есть очень много рецептов. Я оставлю ссылочки под видео в описании, в инфобоксе. Посмотрите, мои дорогие, может быть, вам понравится и будет полезна эта информация. Буквально немного подпыляем еще мукой. Уже муки больше не надо. Все собираем, и тесто наше готово. Тесто очень приятно пахнет, прекрасно выглядит. Работать с ним одно удовольствие. Посмотрите, какое тесто. Немножко липнет к рукам. Сейчас делим его на 2 части, чтобы оно лучше охлаждалось в холодильнике. Скатываем шар. Немножко подпыляем мукой. И в пакеты сейчас будем определять. Так, тесто в пакет. Немножко распластываем его, чтобы оно лучше охлаждалось, стабилизировалось. И второе тесто. Итак, оба теста в холодильник на 2 часа. Нам нужно очистить миндаль, кипящую воду. Добавляем миндаль понемногу и провариваем минутку-2. Нам нужно очистить миндаль от кожуры. Вот обратите внимание, вот так оно снимается легко. И в холодную воду опускаем. Следующую партию.
И вот сейчас я переложила в большую емкость. Вы видите, вода мутная. Я сейчас очищаю от шелухи миндаль и буду отправлять в холодную воду. Для чего это делается? Для того, чтобы миндаль не был желтым, чтобы выпечка получилась красивая, изысканная. Вот так. Зерна очищенные отправляю в холодную воду. Обычно к такой чистке подключается всегда вся семья. Это сплачивает семью. Дети помогают, внуки помогают. И этот процесс проходит очень радостно, очень весело. Посмотрите, миндаль наш готов. И сейчас выкладываем его на полотенце. У миндаля вырабатывается клейкое такое липкое вещество. Мы сейчас будем его прокручивать через мясорубку, поэтому мы обязательно промываем в холодной воде. Эту процедуру пропускать ни в коем случае не нужно. В противном случае вам очень сложно будет перекручивать в мясорубке миндаль. Выкладываем на полотенце. Итак, стелим полотенце на стол и выкладываем миндаль. Рассыпаем его. Буквально минут 10-15 вот так стекает миндаль. И сейчас мы будем прокручивать через мясорубку. Весь миндаль стек, он уже не липкий. И сейчас идем измельчать миндаль. Несколько зерен я откладываю на украшение. Миндаль перекрутили через мясорубку. Посмотрите, он сейчас сухой. Видите, какой миндаль? И немного липкий. Вот такой он и должен быть. Сейчас перекладываем в большую емкость. Здесь у меня миндаля 1 килограмм 800 грамм. Выпечки получится очень много. Целый большой поднос. Сюда же добавляем сахар 1 килограмм 500 грамм. 1 пакетик добавляю ванильный сахар. Это 15 грамм. И 1 чайную ложку без верха кардамон молотый. Весь сахар сразу не добавляю, сначала все смешиваю. Так как тесто у нас не сладкое, и вот очень будет все сбалансировано и вкусно, и ароматно. Готово. Тесто отдохнуло, охладилось, стабилизировалось. И сейчас будем делить на 13 частей. Немного подпыляем мукой, выкладываем тесто. И нам сейчас нужно разделить 4 части, должно быть по 200 грамм. Это у нас будут верхние слои. И 9 частей поменьше, это будут у нас маленькие слои. Я буду взвешивать. Большие должны быть по 200 грамм, маленькие по 150. Подпыляем доску мукой. Вы можете на блюдо выложить. Большие шарики у меня по 200 грамм. Это будет 2 верхних слоя и это будет 2 нижних слоя. И сейчас выкладываем маленькие шарики. Убедитесь, что у вас муки везде достаточно, чтобы не прилипало. Тесто очень нежное. 9 шариков по 140 грамм. В идеале, конечно, лучше, если вы в холодильнике будете держать, достаете по одному и начинаем раскатывать. Накрываю пленкой. И сейчас берем 1 шарик. Это можно в холодильник, чтобы стабильное тесто было и удобно было раскатывать. Я подготовила противень, нам нужно его промаслить. Противень у меня размеры 44 на 32, то есть противень очень большой. Много получится пахлавы. Если у вас противень меньше, уже в зависимости от того, что по размеру, конечно же, порцию уменьшайте. Все хорошо смазываем растительным маслом. Растительное масло у меня без запаха. Не забываем про боковинки. Подпыляем поверхность мукой. Муки должно быть достаточно. И раскатываем в прямоугольный пласт. Коржи должны быть тонкие. Тесто очень удобное в работе, очень нежное.
Но чтобы вам беспрепятственно было с ним работать, конечно же, следите, чтобы и под тестом, и сверху было достаточно муки. Ну, слишком много муки тоже нехорошо. Просто вы чувствовать будете тесто, где нужно подсыпать, где не нужно. Растягиваем. Нам нужен прямоугольный пласт. Будем подгонять. Вот посмотрите, какая толщина. Он очень тоненький. Это будет очень нежно. И сейчас перекладываем на противень. И вот так растягиваем по противню, по основанию. Там, где не хватает, мы отрезаем излишки и дополняем таким вот образом. Это тесто как пластилин. Абсолютно не бойтесь этого. Вот здесь тоже у меня немножко лишнее. Собираем пазлы, чтобы получилась красивая картина. Королевская пахлава. Так, первый слой у нас готов. И сейчас мы растопленное топленое масло. Очень будет вкусно. Все смазываем. Вот так щедро. А сейчас раскатываем следующий пласт. Выкладываем второй пласт. Вот так немного растягиваем. Вот так прижимаем немножко то, что у нас тесто есть. Если бы у нас опять были бы пустоты, конечно же, мы опять обрезали бы и эти пустоты заполнили. Сейчас мы маслом не смазываем. Сейчас у нас уже идет миндаль, миндальная начинка. Все распределяем. Не сильно толсто, так чтобы... Потому что слоев у нас много было, так, чтобы миндаль чувствовался, но не слишком много. Пласты у нас тонкие, начинка насыщенная, поэтому слишком много не нужно. Это у нас были первые два больших шарика. Сейчас берем маленький шарик из 9, раскатываем тоненько и выкладываем поверх. Стараемся, чтобы форма была прямоугольная, так как у нас противень прямоугольный. Готово. Так, немножко прижимаем и растягиваем. Вот так немножко можно прижать, чтобы тесто улеглось. Сбоку пусть наслоение идет, ничего страшного. И сейчас миндальная начинка. И все это сейчас будем проделывать с каждым пластом, с каждым слоем. Так, готово. Итак, мы уже на финишной прямой. У нас два пласта внизу, это основание. 8 коржей с начинкой миндальной мы уже уложили. Вот у меня 9-й пласт. Я немножко начинку не рассчитала. И если у вас случился такой конфуз, не расстраивайтесь. Значит, у нас 3 коржа будут промаслены топленым маслом. Вот так вот я растягиваю, немножко прижимаю. Сильно не давим, потому что у нас там слои, тесто, начинка. Топленым маслом. Все аккуратно смазываем. И сверху еще сейчас будет 2 пласта, и обязательно их промасливаем топленым маслом. Предпоследний пласт. Такая пахлава большой популярностью пользуется у нас в Дербенте. И снова топленое масло. И уже остается последний корж. Уже на этом этапе включаем духовку на 200 градусов. Ее хорошо нужно прогреть.
Сверху ничем не смазываем. И сейчас вот так вот поджимаем. Излишнее тесто обрежем. И сейчас вот лопаткой вот так поджимаем края немножечко. Завершаем нашу пахлаву. Сейчас будем ее нарезать на кусочки порционные. Немножко в муку. Если прилипает, то немножко окунаем в муку. И последний край остался у нас. Нам нужно разделить на 4 части равные. Обязательно нож обваливаю в муке. И сейчас проходимся по намеченным линиям. И сейчас нам нужно все прорези немножко вот так вот залить топленым маслом. И сейчас по этим прорезям аккуратно, деликатно проходимся, чтобы топленое масло улеглось. Верхние слои очень тоненькие, они могут подняться за ножом, поэтому не торопимся. Можно вот так одно зернышко можно в серединку, можно выложить цветочком. Немножко придавливаем. Ни желтком, ни яйцом. Сверху мы не смазываем. Итак, у нас все готово к отправке в духовку. Духовка хорошо у нас разогрета. Выпекать будем при 200 градусах. Включили вверх-вниз 25-30 минут. Смотрите по особенностям вашей духовки. Все, отправляем в духовку. Вот такая красота у нас. Итак, пахлава готова. И сейчас проходимся по швам, пока она горячая. И сейчас пахлаве дадим остыть минут 40 или час, и потом уже будем пробовать. Итак, дорогие друзья, все, кто будут пробовать вашу миндальную пахлаву, будут обязательно у вас спрашивать рецепт. Всем настоятельно рекомендую ее приготовить. Она очень вкусная и красивая. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими. Буду очень признательна, если поделитесь со мной обратной связью, что бы вы хотели со мной еще приготовить. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.